В маленьком провинциальном городке, где все друг друга знали в лицо, а новости разлетались быстрее ветра, в детском саду «Солнышко» началась история дружбы, которой суждено было пройти через годы испытаний. Саша Зуев и Игорь Орлов познакомились в младшей группе, когда обоим было всего по 4 года. Саша, крепкий мальчик с добрыми карими глазами и вечно растрепанными русыми волосами, сразу заприметил тихого и застенчивого Игоря. В тот день старшие ребята отобрали у Игоря новую машинку, и он, забившись в угол, тихо всхлипывал. Саша, не раздумывая ни секунды, подошел к обидчикам и потребовал вернуть игрушку. Несмотря на то, что старшие были выше и сильнее, в глазах маленького Саши горел такой решительный огонь, что они растерялись и отдали машинку. С того дня Саша и Игорь стали неразлучны. Где бы ни появлялся один, второй всегда был рядом. Воспитатели умилялись их дружбе, а родители радовались, что их дети нашли настоящих друзей. Школа встретила друзей новыми испытаниями. Теперь их дружба проходила проверку не только временем, но и различиями в характерах, которые становились все более заметными. Саша оставался все тем же справедливым и честным мальчиком, готовым защищать слабых. Он мог часами помогать отстающим одноклассникам с математикой или русским языком, не прося ничего взамен. Игорь же постепенно менялся. В нем просыпалась хватка будущего предпринимателя, но вместе с ней проявлялись и менее привлекательные черты характера. Он научился извлекать выгоду из любой ситуации, продавал списывание контрольных, менял дорогие вещи на более дешевые с доплатой. Саша видел эти изменения, но продолжал верить в лучшее в своем друге. В старших классах их пути начали потихоньку расходиться. Игорь все чаще проводил время с детьми обеспеченных родителей, пропадал на модных вечеринках. Саша же после уроков спешил на подработку в местный автосервис. Семье нужны были деньги, а он никогда не боялся трудностей. После школы их пути разошлись окончательно. Игорь уехал учиться в столицу на экономиста. Его родители заложили последнее, чтобы оплатить престижный вуз. Саша остался в родном городе, поступил в местный технический колледж и продолжал работать. Через несколько лет Игорь вернулся в город успешным бизнесменом. Начав с небольшого магазина, он быстро развернул сеть супермаркетов. Методы его были не всегда чисты. Подкуп чиновников, давление на конкурентов, серые схемы ухода от налогов. Но результат говорил сам за себя. К 30 годам он имел роскошный дом, несколько машин и репутацию успешного предпринимателя. Саша же работал механиком в том же автосервисе, где начинал подрабатывать школьником. Он женился на Кате, медсестре из местной поликлиники, и у них родилась дочка Маша, солнечный ребенок с папиными добрыми глазами. Жили они скромно, но честно. Тот день начинался как обычно. Саша шел на утреннюю смену, думая о предстоящем ремонте старенькой «Волги». Проходя мимо роскошного особняка Игоря, он почувствовал резкий запах дыма. Подняв глаза, он увидел клубы черного дыма, вырывающиеся из окон верхнего этажа. Не раздумывая ни секунды, Саша бросился к дому. Он знал, что Игорь часто уезжает по делам, но его жена Алина и их маленький сын Дима должны быть дома. Входная дверь была не заперта, и Саша ворвался внутрь, сквозь дым и жар, пробираясь на второй этаж. Он нашел Алину и Диму в детской комнате. Они пытались выбраться, но дым был слишком густым. Завернув мальчика в мокрое полотенце и прикрыв лицо Алины своей курткой, Саша вывел их через задымленный коридор. Когда приехали пожарные, они уже были в безопасности, хотя сам Саша получил ожоги и надышался дымом. Спустя несколько месяцев после пожара судьба нанесла Саше страшный удар. У его маленькой Маши обнаружили серьезное заболевание сердца. Требовалась сложная операция в столичной клинике, стоимость которой равнялась нескольким годовым зарплатам Саши. В отчаянии он обратился к Игорю. Встреча состоялась в роскошном офисе, где Игорь, не отрываясь от экрана ноутбука, выслушал старого друга. Его ответ был коротким и холодным. «Извини, старик, сейчас все средства вложены в новый проект. Ничем помочь не могу». Саша вышел из офиса с окаменевшим лицом. Человек, которого он считал другом, которому он спас семью, отказал ему в помощи для спасения его дочери. В тот момент что-то оборвалось в его душе. Саша не сдался. Он заложил квартиру, взял кредиты в нескольких банках, работал сутками напролет.
Каждую свободную минуту проводил с дочерью в больнице, читал ей сказки, рассказывал истории, держал за руку во время процедур. Операция прошла успешно, но долги душили семью страшным грузом. Однажды вечером в дверь их съемной квартиры постучали. На пороге стояла Алина, жена Игоря. Она знала всю историю, случайно услышала разговор мужа с помощником, где тот хвастался, как ловко отделался от попрошайки. Узнав правду о болезни Маши и отказе мужа помочь, она тайно сняла крупную сумму со своего счета и принесла семье Саши. «Это меньшее, что я могу сделать для человека, спасшего моего сына», — сказала она, положив на стол конверт с деньгами. «И я больше не могу жить с человеком, который предал дружбу и забыл о человечности». Развод Игоря и Алины стал громким событием в городе. Она забрала сына и уехала к родителям, начав новую жизнь. Игорь остался один в своем большом доме, его бизнес процветал, но что-то надломилось в нем самом. Саша с семьей постепенно выбрались из долговой ямы. Маша поправилась и пошла в школу. Они по-прежнему жили скромно, но счастливо. Каждый вечер, укладывая дочку спать, Саша рассказывал ей истории о настоящей дружбе и верности, о том, что деньги не главное в жизни, а самое важное — оставаться человеком в любых обстоятельствах. Иногда, проезжая мимо особняка Игоря, Саша думал о том, как странно складывается жизнь. Их детская дружба, казавшаяся вечной, разбилась о скалы жадности и эгоизма. Но он не держал зла, просто понял, что настоящая дружба проверяется не только временем, но и поступками, а деньги и успех ничего не стоят, если ради них приходится терять человечность. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравился рассказ, обязательно поставьте лайк, это поможет видео стать заметнее, а мне даст мотивацию создавать еще больше увлекательных историй для вас. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мне также очень важны ваши комментарии. Пишите, что думаете об этой истории, делитесь своими впечатлениями или предлагайте идеи для следующих выпусков. Это помогает мне расти, развиваться и делать контент еще лучше. Помните, каждый ваш лайк и комментарий — это огромная поддержка для меня. Желаю вам только настоящих друзей, искренности и добра в жизни. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующих историях.